Всем привет, друзья! Начинаем новый выпуск «Погуляем вместе». И сегодня я нахожусь на севере города. Сегодня мы пойдем с вами гулять на Елагин остров, известный также как ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха. Он находится прямо сейчас за мной. И я думаю, что эта прогулка будет очень прикольная и атмосферная. И я вам постараюсь рассказать что-нибудь об этом месте и почему оно так важно для Петербурга. Ну что, пошли гулять. Ну хорошо, хотели, получайте. Сейчас у нас примерно середина уже апреля, и тем не менее температурка вот удивила. Для середины апреля снежок выпал, и в кои-то веки были все дни плюсовые, тут вот что-то минус, и снег выпал, ну такое себе. И, конечно же, именно в этот день мне приспичило пойти погулять в парк. Но могу сказать сразу, что это очень классное место, во-первых. Во-вторых, я давно уже хотел сделать такое видео с прогулкой по парку. Вообще я удивлен, что здесь машины ездят. Вообще-то это полностью пешеходный остров. Ладно, давайте ближе к делу. Расскажу, что это такое за остров. Находится он на северо-западе города. Чуть выше, чуть севернее, чем Васильевский остров. Здесь неподалеку находится, ну, может быть, мы попозже увидим, не знаю, Лахта-центр находится недалеко. Добираться до этого прекрасного большого зеленого, ну, сейчас, правда, не очень зеленый, но тем не менее, можно от станции метро Старая деревня. Она находится вот за этим мостиком. Я, собственно говоря, оттуда только что пришел. Она здесь в шаговой доступности, буквально 5-7 минут, и вы уже от метро оказываетесь прямо в этом парке. Но на самом деле можно сюда попасть не только от Старой деревни, но и от станции метро Крестовский остров. Ну, немножечко подольше придется там пройти. Но, в принципе, от обоих станций метро достаточно быстро можно добраться до сюда и уже смело здесь гулять. Хотелось бы несколько моментов сразу же по поводу парков. Не знаю даже с чего начать. На самом деле столько всего хочется рассказать вообще, в принципе, о парках в городе, и тем более конкретно об этом. Ну, давайте начнем с того, что это такое вообще, что это за парк. Всем питерцам и ленинградцам, которые живут здесь или которые приехали, но уже... Ничего себе, уточка. Ну, здравствуй, уточка. Нормально. Те, кто давно здесь живет, конечно же, очень любят этот парк. Все его знают как ЦПКО. Это аббревиатура Центральный парк культуры и отдыха. Ну и можно добавить имени Кирова. Вот так вот. О, кстати говоря, а вот и первая живность. Вон белка. Видите? Две белки. Ни хрена себе, ребят. Смотрите, дерутся. Господи, третья белка. Надо было с собой что-то взять. Хотел, но что-то я как-то... Вот, пожалуйста, город, в центре города. Почему так важны? Почему так важны парки? Да? Почему парки так важны? А? Маленькое чудо. Привет. Ты не боишься меня совсем? Ты меня совсем не боишься, да? Ты не боишься меня, да? О, Господи, это так прекрасно. Что может быть лучше, чем белка, которая
сама подбегает. Ну, здесь белки прикормлены. Вон, посмотрите, на дереве вдали за знаком «Осторожно, белки». Прям написано «Осторожно». И вон они. Прям белки. Вон еще одна. Слушайте, тут в одном диапазоне, вот буквально в 10 метрах от меня 4 белки. Вон еще 2 бегут. Прикормленные. Слушайте, и у них здесь вообще такая халява. Это отдельная история вообще. То, что практически, ну не скажу, что прям в центре. Да, понятно, попрошайка. В центре практически города, ну не прям в центре, но внутри городской среды большой парк, где такая живность обитает. Это просто, ну, это просто прекрасно на самом деле. Я, честно, я просто в восхищении. Что может быть лучше? Ну, тем более они такие милые. И у них такие пушистые хвосты. Смотри, играют друг с другом. И не забывают, что можно попрошайничать. Да? Попрошайка. Конкретная попрошайка. И вас здесь столько, что капец. Ладно. Вот, господи. Не знаю, может быть, у них уже какой-то брачный сезон начался, но они определенно друг с другом играют. Просто носятся. Тут что-то происходит, и мы это застукали. Блин, ну, слушайте, я, честно говоря, я в шоке. Я не ожидал, что мы не успеем войти в парк, и уже сразу же будет такая прям беличья атака. Беличья атака. Ладно, все, давайте вернемся, скажем так, к нашим баранам, к нашим белкам. Блин, я на самом деле столько внимание им уделил, что даже немножко сбился с пути, и уж тем более с мысли. Мне хотелось много чего рассказать, но белки все попутали. Просто белка какая-то. О, господи. Ладно. Давайте все-таки вернусь к теме. Вообще, в Санкт-Петербурге, поскольку город большой, а людям отдыхать где-то надо, какие-то, да, зоны рекреации, или, как это сказать, зеленые зоны, ну, очень важны, безусловно, иначе бы мы в бетонных джунглях здесь просто бы утонули бы, просто, ну, невозможно. Поэтому зеленых парков много в Питере, они достаточно большие. Конкретно этот парк ЦПКО, который полностью располагается отдельно на Елагином острове, то есть весь парк — это остров. Я бы даже сказал, что это, наверное, небольшая как бы сеть такая островов. Но основной есть, по-моему, еще там какой-то торчок рядом, я уж не помню, как там это на карте все выглядит. Но самое важное то, что в Питере, в Санкт-Петербурге достаточно много таких крупных парков. Я сейчас попытаюсь по памяти перечислить 7 или 8, вот что на ум придет. Это парк Сосновка, самый, по-моему, крупный. Парк Удельный парк, Полюстровский. Так, какие там? Парк 300-летия есть. Ну, правда, не очень большой и не шибко парк, но тем не менее. Парк Победы. 2 ботанический и таврический сад. Они в разных местах находятся, но по ним тоже можно погулять. Ох, ребятки, я тут присел на скамеечку, чтобы поменять аккумулятор на новый, и меня обступили буквально. Просто зацените. Около меня сейчас было порядка 25 ворон, я не знаю, 25-30. Вот они сейчас прямо при вас все улетели. И это было очень жестко. Они меня преследовали, и прям их очень много. Вот я шел вот по этой тропинке,
вот сюда, к этой скамеечке, чтобы сесть и поменять аккумулятор. И они шли всей стаей, летели за мной, прям преследовали. Это было очень жестко, но на самом деле, знаете, типа, ой, вороны, там, знаете, все эти приметы, тра-ля-ля, фигня полная. Просто животные здесь прикормленные, они просто хотят жрать, знают, что человек идет, наверняка будет кормить. Но в моем случае я их обломал, у меня ничего с собой не было. Ой, но вообще было стрёмно, когда почти 30 ворон, и все рядом, и все ждут от тебя чего-то. Ну, такое себе. На самом Крестовском острове, кстати говоря, от Елагина острова, он близко находится. Там находится в самом парке, парк большой, и в нем находится большой парк аттракционов внутри него, с американскими горками и со всякими такими, в общем, очень крупное место. Парк Победы, парк авиаторов, парк интернационалистов. И, ну, наверное, можно этот список закончить, ну, конечно же, парк имени Бабушкина, в котором мы вечером гуляли во втором видео. Можете посмотреть, ссылочка сейчас появится на вашем экранчике. Там мы вечерком прогуливались, кстати, по этому парку. Там тоже карусели есть. И самый, конечно же, главный, ну, не по размерам, но по значимости, это летний сад, прямо в центре города. Парки в городе, конечно, очень важны, потому что город 5-миллионник, народа здесь просто до дури. И Елагин остров, он, знаете, как некая экосистема. Немножечко вам истории сейчас затолкну. Сам парк, именно как место для отдыха, для прогулок, был основан еще в 18 веке. Однако уже более как бы оформленную, скажем так, ну, оформленную, не знаю, как правильно сказать, значимость, неправильно это прозвучит. Ну, наверное, официально, да, как местом отдыха, как вот парк, был основан, скажем так, в 1932 году. Ну, я надеюсь, я не перепутал дату. То есть это получается... Дата основания парка находится между войнами, между Первой и Второй мировой войной. Представляете? Вот такая вот история. И парк, тем не менее, пережил всю эту эпоху, особенно эпоху Второй мировой войны. В парке в этом, вот мы сейчас гуляем, здесь я показываю вам в основном деревья, да, тропинки, дорожки, но на самом деле здесь есть красивая архитектура. Если у меня хватит силы духа, я пройдусь по всему парку и, может быть, отдельно еще что-то поснимаю и какие-то вставочки сделаю. Посмотрим, что получится, ничего обещать не буду. Вот, то есть архитектура, эти архитектурные ансамбли и действительно красивые здания, их немного, но они есть. И их могло в военные годы на самом деле разнести в щепки. Тем не менее, они сохранились, и это очень важно. Второй момент, который я бы хотел рассказать об этом прекрасном месте в центре шумного города. Вот мы сейчас гуляем здесь, очень тихо. Вот я не знаю, насколько будет слышно, если я ничего не говорю, хотя бы пару секунд, насколько будет слышен отдаленный гул города. За деревьями его почти не слышно.
Да, вот такая небольшая пауза. Ну, не знаю, что-то было слышно, не слышно, но суть в том, что очень тихо, и это очень-очень круто. Второй момент, который я бы хотел сказать, что здесь, на самом деле, в центре этого острова, потому что мы сейчас гуляем по острову, находится внутри еще небольшая озерная система. То есть внутри острова еще и озера есть, и которые соединены друг с другом, типа, ну, как речками такими. Ну, конечно, речки тут не текут, просто вытянутые озера. И внутри, конечно же, есть для развлечения, для людей лодочная станция с катамаранами. На самом деле здесь довольно-таки я замечал неоднократно веселые истории с лодками, потому что внутри этой озерной системы есть еще внутри еще более маленькие острова. То есть как бы внутри острова есть озера, и внутри этих озер есть еще острова. То есть представляете, какая жесть творится. И люди, которые берут лодки и катамараны на прокат, они катаются, соответственно, на лодках и высаживаются на этих островах. Я вот сейчас как раз по дорожке пройдусь, и мы впереди, вот вы можете увидеть, идет вот как бы такая речка. Это на самом деле вот одно из этих озерцо. И на другой стороне берега это как раз таки вот вытянутый остров, на который просто так, ну, не попасть. То есть туда можно попасть только если у вас есть лодка или катамаран, да? Взяли в аренду, сели, переплыли, и можно по этому маленькому вот, собственно говоря, впереди пришвартоваться там, и только в этом случае можно туда попасть. Никаким другим путем этого не сделать. С одной стороны, это очень здорово. Видите, мы сейчас можем подойти к берегу, к самому, и мы видим, что сама береговая линия, она, видите, оформлена и довольно-таки хорошо деревянными такими досками укреплена. Ну, может быть, для того, чтобы, не знаю, причаливать было удобнее, сомневаюсь. Уткам, вот как уткам, норм или не норм? Я думаю, что это больше для людей, чтобы люди могли спокойно здесь ходить и не упали, и могли стоять и кормить уток и так далее. И, конечно же, это для укрепления берега, чтобы просто берег, ну, не съезжал, не ссыпался, а держал четкую форму, четкий контур. То есть, я думаю, это более важно. А по той стороне мы видим, что у уток там, видите, домики там. Я даже вот отсюда вижу, что вот у уток там за корнями, у них там свои домики есть. И они вот в этих домиках там, не знаю, прячутся. Может быть, у них там утята по весне. И вот на таких вот, можно сказать, диких островах, где практически люди-то и не бывают, я думаю, вся живность живет. Есть один из таких островов, довольно тоже крупный. Если я, конечно, не ошибаюсь, могу наврать вам, по-моему, называется Обезьяний остров. И он так называется, но это не значит, что там есть обезьяны. Конечно, обезьян там нету. Что им там делать, блин, когда в Питере морозы минус 15. Но есть такие вот легенды, что летом обезьян выгружают. О, господи, я вижу, вот даже отсюда вижу, что на той стороне по дереву тоже белка сейчас пробежала. Ну, не знаю, ребят, наверное, не увидели. На том берегу тоже белочка. Блин, я обожаю белок. Они классные. Если вам нравятся белки, жмите лайк, подписка, колокольчик и так далее. Я в этом ролике, не знаю, буду ставить или не буду, или это будет просто гулятельное видео. Давайте я не буду делать никакие вставки, просто расскажу своими словами, что поддержать мой канал вы можете очень просто, простыми буквально
3 вещами. Это поставить лайк, написать комментарий под этим видео, конечно же, подписаться на канал и, самое главное, досмотреть видео до конца. Почему это важно? Потому что алгоритм YouTube устроен таким образом, что все ваши действия, лайки, комментарии, а также длительность просмотра влияет на то, насколько качественным считает YouTube данное видео. И, соответственно, оно будет рекомендовано YouTube, ну, другим потенциальным зрителям. Именно таким образом вы можете абсолютно бесплатно поддержать мой канал. И это вам ничего не будет стоить, но это будет очень мне приятно. Заранее, ребята, благодарю вас за это. Ну что ж, продолжаем тогда гуляние по парку. И я бы, наверное, хотел... Что еще вообще? Остановились мы, господи, еще белки. Здесь просто безумное количество белок. Просто безумное количество белок. Вот ни в каком, наверное, парке Петербурга такого количества белок нету. Вот даже в крупных парках, таких как Удельный парк или парк Сосновка на севере города, нету там. Там тоже, правда, довольно-таки дикие. Вот Сосновка, она вообще, например, славится тем, что там, просто дикие заросли. Там есть несколько тропинок, там основные какие-то тропинки, но их не так много. И по большей части там бурелом, который никто никак не контролирует. Здесь же все довольно ухожено. Тропинки оформлены, все мостики, все дела. Вот под этим мостиком очень, кстати, классно проплывать на лодках. Вот видите, мостики узкие, сам канал узкий. И когда две лодки или катамараны пытаются разойтись в разные стороны, им приходится очень туго. Что ж, мы дошли до самого интересного места, про которое я бы хотел вам сегодня в этом видео рассказать. Это то, что отличает этот парк от всех остальных. Здесь есть бесплатный зоопарк. Мы прямо сейчас уже в нем. Что вам нужно сделать, чтобы просто прийти и посмотреть на необычных животных? Да ничего, вы просто приходите и смотрите на животных. Вот тебе, пожалуйста. Вот такой вот ослик. Это вообще, ребята, на самом деле замечательно. Во-первых, это абсолютно бесплатно. Вы можете просто здесь ходить, смотреть на необычных животных, которые в обычной жизни, скорее всего, вы просто так вот, не увидите нигде. Мы сейчас их всех обойдем. Кого здесь только нет. Это очень похож на кролика. Да, представляешь, кролик сидит, и он такой: окей, я здесь сижу. Мне норм. Вылизывает там себя. Зоопарк круглогодичный. У всех зверей есть домики, за ними здесь ухаживают. Посмотрите, какие красивые здесь птицы. Фазан. Боже мой, какая красота. Это просто прекрасно. Посмотрите, насколько красивые птицы. И это все прямо сразу, прямо здесь. Ну, это, конечно, очень круто. Сам по себе зоопарк не очень большой. Но, поверьте, то, что вы это можете просто так прийти и увидеть этих животных, это дорогого стоит. И самое главное, конечно же, вам абсолютно не нужно ничего за это платить. Кролики, голубь, павлин. Летом, когда они, конечно, распушают свои павлиньи хвосты, они это делают здесь, это, конечно, очень красиво. Сейчас вот я павлина не вижу, либо он вот тот выщипанный, не знаю, либо это не павлин, либо это голубь павлин. Но самого павлина я просто не вижу. Но зато вот вижу петуха, вон там
курочки или кто это, в общем, не знаю. Очень странные создания. Очень странные создания. Так, продолжаем наше путешествие. По-моему, на самом деле вот и все. Дальше там, по-моему, уже нет животных. Или вот там еще будет. Сейчас посмотрим. Так, это кто? Это курица написано. Если кто-то в жизни не видел курицу, вот приходите сюда, на Елагин остров, ЦПКО, и смотрите на куриц. Сейчас мы посмотрим, кто здесь обитает. Так, кто это? Индюки, фазаны, цесарка. Большое, огромное животное. Ну, вообще, конечно, судя по их виду, за ними очень хорошо здесь ухаживают. В клетках довольно чисто, прибрано. Да. Брюшки сытые, значит, всех кормят хорошо. А вот тут гулька бегает, она такая, ну я как бы тоже индюк, но пробная версия индюка. О, господи, а это еще кто? Я не знаю, ребята, кто это. Раскудахтались, конечно. Я не знаю, кто это, но они очень пушистые. Очень пушистые. 10 из 10 пушистости. Слушайте, их тут очень много. Их там в домике еще много. Написано кура. А что с ними? Китайская шелковая кура. Вот они, значит, какие. Здесь еще немножко индюков. Вот такой вот ликбез по животным. Ну, давайте мы дойдем еще вот до этого загона. Я не помню. По-моему, тут должен был быть лось. Если я не ошибаюсь. Я к нему сейчас быстреньким шагом выдвинусь. Надеюсь, здесь кто-нибудь будет. Господи, а там-то кто орет? Вроде уже нету клеток. И все равно кто-то орет. Вот здесь есть загон. И да, нарисован. Я отсюда вижу, что лось или... Ну, это не лось, наверное, здесь олень будет. Но что-то я его не вижу. Стоп! Стопе, вот же они. Вот эти красивые животные. Смотрим. Олень написано. Написано олень. Давайте подойдем поближе. Конечно, через решеточку будет, может быть, не очень хорошо видно. Но вон они. Два оленя. Правда, без рогов. Может быть, уже сбросили? Я не знаю. Вообще, олени регулярно это делают. Не знаю, насколько часто. Может быть, раз в год. Или в 2. Сейчас посмотрим, насколько близко можно на них посмотреть. Ну, вот они сидят, как бы такие, лежат. Типа, все ок. И совершенно незаметно, что животному холодно. Хотя сейчас -1. Ну, похоже, ему нормально абсолютно. То есть, вот даже нету, знаете, желания в такую погоду у животного там сидеть, спрятаться в домике, чтобы там не задувало. Нет, нормально абсолютно. Лежит, ему комфортно. Так. Коза. Блин, если бы я здесь, конечно, жил, я бы, наверное,
Ну, раз в неделю я бы точно всех их посещал. Потому что это, блин, это же прикольно. Это же просто прикольно. Когда ты можешь выйти и посмотреть на таких животных. Я вообще очень люблю животных. У меня очень много разных животных было, в принципе, по жизни. И попугайчики, и хомячки, и кролики даже были, и рыбки были. Конечно, и собаки были, кого только не было. Но эти животные, блин, это вообще что-то с чем-то. Посмотрите, какие красавы. Какие красавы. Коза. Козы. Блин, ну они классные. Большие, крупные животные. Крупные, рогатые. Просто крупные и просто рогатые. Что еще тут скажешь? Фух. Блин, я вообще, честно говоря, совершенно не ожидал, что у меня это вызовет такие эмоции. Потому что это действительно очень круто. Это действительно очень круто. Я рад, что смог вам показать это. И для тех, кто не был никогда, но живет в Питере или остановился здесь надолго и не знает, как вот, да вот, пожалуйста, блин, даже вот в городском зоопарке, если не ошибаюсь, на Горьковской, да, вход не меньше 1000 рублей, по-моему, а то и 1500. Просто за то, чтобы прийти и просто так же, точно так же посмотреть. Да, там будут другие немножко животные, может быть, там медведи какие-нибудь, может, еще кто-нибудь там будет. Ну, без дикой там какой-то экзотики. Слона там, по-моему, нету уже много лет. Но здесь это можно просто прийти и увидеть. Пришел, увидел, посмотрел. В общем, очень рекомендую, ребята, обязательно. К посещению обязательно мои рекомендации этому месту. Оно прекрасно. Оно просто прекрасно. Сзади вы видите, сзади деревьев, то есть впереди, вы сейчас видите здесь вот небольшой, один из маленьких рукавов Невы. Она вот разливается вот туда. Там идет КАТ, кольцевая автодорога. Впереди стадион «Зенит». И вот на той стороне находится уже Крестовский остров. Может быть, мы на нем потом погуляем и посмотрим, что к чему. Вот отсюда немножко виден. Если дойти до края, вот по Елагину острову, по ЦПКО, вот оттуда будет хороший вид на шпиль Лахта-центра. Вот небоскреб отсюда виднеется. Ну вот я смотрю, тут перегорожено сеткой. Скорее всего, та часть острова почему-то закрыта для посещения, я не знаю. Ну, закрыто и закрыто. Не будем переживать из-за этого. Ну, что ж, ребятки, давайте-ка, наверное, это получилось, скорее всего, очень длинное видео, потому что я не быстро это все шагал и рассказывал. Просто рассказать об этом месте хотелось очень много и очень сильно. И мы сегодня с вами увидели белок, огромное количество, огромное. И еще много-много разных диких, но очень милых животных в бесплатном зоопарке в ЦПКО. Раньше, кстати говоря, в ЦПКО тоже были небольшие карусели. Ну, их было не очень много, но они были. Но на самом Крестовском острове, вот за этими самыми домами, вот за белыми вот этими корпусами, вот отсюда даже видно, видите, там вдалеке вышка свободного падения, и колесо обозрения тоже из-за белых домов, вот там он выглядывает впереди. Вот я сейчас прямо камеру туда навел. Там очень большой крутой парк с аттракционами.
Может быть, летом как-нибудь там прогуляемся, поснимаем. Там очень много народа обычно. Карусели очень крутые. Тоже обязательно к посещению. Но я на самом деле хотел уже завершать это видео, но еще забыл сказать об этом острове самое важное, что этот остров — это не просто место для прогулок. Здесь очень много различных спортивных площадок. Вот сейчас мы видим волейбольные площадки, где проходят игры, конечно же, всякие матчи по пляжному волейболу и так далее. Но это не единственная площадка. Вот дальше уже какая-то еще спортивная площадка. Есть спортивные секции, есть теннисные корты. То есть это прям вот максимальное место, где можно отдыхать душой и телом, и заниматься всякими активностями. Это просто... Ребят, это просто безумие, насколько это шикарное место. Здесь оно, ну, все для людей. Вот честно. Да, возможно, добираться до сюда далеко не из каждого конца города, не из каждого района добираться удобно. Безусловно, тем, кто живет здесь поблизости, им, ну, хочется сказать, повезло, но нет, не повезло. Квартиры в ближайших районах, таких как Приморский район, конечно же, Василеостровский район, Петроградский район, квартиры здесь дорогие. Ну вот в том числе. Потому что близость к городу, к центру города — это раз. И, с другой стороны, здесь экологически чистый, экологически хороший район для недвижимости, для жилья. И здесь очень много различной инфраструктуры для жизни, которая, ну, собственно, делает дороже стоимость жилья в округе. В этом ничего, конечно, удивительного нету. Последний момент, вот третий, под конец видео вспомнил, что это место не только обладает кучами различных спортивных объектов, вот один из них, да, мы сейчас прошли, но важный такой момент, что здесь проходят регулярно различные мероприятия, различные праздники. Здесь всегда отмечаются всякие традиционные для России и русского народа праздники, такие как Масленица, такие как Пасха и другие значимые праздники. Здесь обязательно отмечаются, елка здесь обязательно на Новый год ставится, отмечаются, и в этом парке организации, в том числе государственные организации, проводят мероприятия с тамадой, с праздниками, с конкурсами, в общем, на забаву и на увеселение народа. И это очень, на самом деле, здорово, потому что сохраняются какие-то, знаете, вот традиции, что ли. Не знаю, как сейчас, кто сейчас как реагирует на это слово, но я считаю, что это мое личное мнение, подчеркну, что несмотря на то, что мы живем в век ютуба, телефонов, компьютерных игр, виртуального пространства и вот всякой такой безумно футуристичной дичи, все-таки есть что-то, что нас вот делает нами. Вот я вот так вот скажу. Не знаю, кто поймет, тот поймет. Кто понял, напишите в комментариях, что для вас это значит. Я считаю, что это важно. Поддерживать в народе его дух. Какие-то, знаете, давным-давно забытые традиции, какие-то вот приметы. Все это, конечно, знаете, как это сказать, напускное или правильное слово тут мне, к сожалению, не подобрать. Но в этом есть очарование какое-то.
когда люди в современном городе, в 5-миллионном мегаполисе собираются в парке и жгут чучело. Ну, ёхарный бабай. Но это происходит каждый год, народ собирается, все этому радуются. Вот я могу сказать, что в парке имени Бабушкина, где мы вот во втором видео про Петербург гуляли вечером, там тоже проводятся регулярно подобные мероприятия. И там действительно, помимо сжигания чучел, устраивают различные там, ну, понятное дело, что всякие торговые лотки, там всякие сувениры, всякие ёшки-матрёшки там продают, всякий мед там. Но, с другой стороны, там иногда и прикольно прийти, там чай нальют бесплатно, да, вот на таких мероприятиях наливают чай. Конечно, блинов вам на халяву там никто не даст, за блины придется заплатить. Но тем не менее, я считаю, что очень, очень важно, что такие мероприятия в городе вообще, в принципе, в целом проводятся. Кроме того, вот если взять конкретно Масленицу, то обычно на Масленицу проводятся на таких мероприятиях различные конкурсы. Конкурсы с призами, иногда действительно призы просто за то, что ты поучаствовал. Призы, ну, даются бесплатно. Ну, чисто символически, безусловно. Это все как бы так, знаете, просто для настроения, для забавы. Я вот помню, сам как-то участвовал в одном из таких конкурсов. Если я не ошибаюсь, там нужно было забивать гвозди в доски, и кто быстрее назабивает гвоздей, тот получает приз. Ну, в общем, я там назабивал. И вроде как выиграл, и победителю дали пачку Геркулеса. Конечно, блин, ну... Но с другой стороны, блин, пачка Геркулеса тоже как бы на дороге не валяется. Это был приятный приз за конкурс. Действительно, это интересно. Самые крутые, конечно, призы за самые сложные конкурсы. Это один из известных конкурсов. Называется, как он, не помню, как называется, масляный столб или еще что-то такое. Ну, в общем, какой-то столб высокий-высокий, его там чем-то намазывают, чтобы он скользил, и на самом верху этого столба там какой-то приз. Ну, наверное, там а-ля телефон или еще что-то там, ну, что-то ценное, действительно, что интересно. Вот. И по нему нужно залезать, но столб из дерева абсолютно без сучков, он абсолютно идеально гладкий. И залезать по нему нужно абсолютно голышом. Ну, то есть голым только там, условно, трусы, чтобы были, и никаких больше приспособлений быть не должно. То есть своими руками нужно собраться. И кто забирается, тот получает этот приз. Такая, в общем, вот история. Поэтому я думаю, что действительно подобные мероприятия очень важны вообще для каждого горожанина, чтобы как-то отвлечься от рутины жизненной, отдохнуть и психологически, и эмоционально. Подобные парки, вот как этот, в котором мы сейчас гуляем. Вот, кстати говоря, площадка для скейтборда, если я не ошибаюсь, да, вот такие дуги для скейтбордистов. В общем, такая вот мысль. Я не знаю, до кого дошла моя мысль, тот молодец. И я надеюсь, что подобные рассуждения и разглагольствования кому-то придутся по душе. Надеюсь, мысль была вообще услышана и понята. Если понял, о чем я вообще тут говорю,
то оставайся на моем канале, ставь лайкосик, пиши в комментарии, что ты думаешь по этому поводу всего. И обсудим. Давайте это все дело обсудим. Все, теперь я точно завершаю этот видос. Простите, что было очень долго. Очень много всего хотелось рассказать и показать. Надеюсь, что вам это интересно и нравится. Я постараюсь в будущих видосах, в будущих выпусках снимать еще какие-то интересные места в Питере, которые действительно стоит посетить, стоит увидеть. И обязательно расскажу, почему. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.